Всем привет, с вами Ладкор, и если вы это видео смотрите сейчас, то мы уже не в США, и мы его загрузили просто позже. Это последнее видео, которое мы здесь снимаем. Я хотел бы с вами поделиться каким-то опытом, что ли, и рассказать о каких-то плюсах, минусах для человека, который находился здесь, его, да, сравнить, например, с Украиной, что может быть непривычно, или там, возможно, вы смотрели другие каналы, это не совсем правильный канал для таких вещей, но меня все-таки очень много людей спрашивало, и я подумал, что вам это будет интересно. Вот такой вот опыт нахождения в США на какой-то долгий относительно период. Ну, то есть мы тут больше месяца были, мы были так прилично, 4. Вот, и успели все посмотреть и сделать какие-то итоги для себя. Смотрите, первое, что арендовать автомобиль в США, если вы находитесь долго, очень дорого, просто капец. Лучше ищите знакомых друзей, которые могут, например, вам предоставить, или ищите бэушные, приобретайте, если сможете. Зависит будет от нахождения в каком вы штате. В каждом штате свои правила, и это, кстати, реально минус, потому что ты можешь быть прав в одном штате касательно любой ситуации и не прав в другом. То есть у них эта система прям такая. А мы поездили по разным штатам, и везде по-разному абсолютно. И люди везде разные. То есть когда ты был просто в одном, например, во Флориде или в Калифорнии на выставке, там, как бы микс людей, особенно в Калифорнии, очень много латиноамериканских парней. На севере, если там ближе к Нью-Йорку, там много черных. Очень много белых, наоборот, во Флориде, это республиканский штат, и тут мало там каких-то других, есть, конечно, но мало. И они все разные по общению, и, наверное, американцы вообще очень сильно далеки скажем, по душе к нашим людям. Это скорее исключение, если вы встретите какого-то человека, который прям будет очень близок к вам по душе, скажем, из американцев, это будет у них очень много вещей, когда они там, к которым не могли привыкнуть и раньше, и, честно говоря, сейчас. То есть это нормально с ними поздороваться просто, или они с тобой поздороваются, и сразу спросить, как дела, и ты должен сказать нормально и спросить то же самое. И только потом ты можешь уже говорить про дела. Неважно, это кассир, это ты в туалет зашел, ты покупаешь гитары, или ты покупаешь квартиру, все что угодно. И это так непривычно, потому что на самом деле им не интересно, как у вас дела. То есть это просто как часть «здравствуйте», вот и все. Это такая... Ритуал. Ритуал, да, спасибо. Потом очень много комментариев я получил, типа... Кстати, почему я решил это снять, это видео. Так американец может приобрести инструмент с одной зарплаты. Нет, не может. Вообще не может. Тут таких, которые могут себе что-то приобрести, их очень мало. Тут, в принципе, средний класс, он живет на кредитах. Все построено на кредитах. Кредиты, процентные ставки им поднимают просто. Если раньше они были маленькие, сейчас им поднимают. И, то есть, аренда жилья. То есть, если у нас в Украине аренда жилья стоит, не знаю, хрущ снять там за 200-300 долларов где-нибудь, или там новую за 500-600, 1000, да, там супер хату какую-нибудь, в зависимости от города, там все тогда, все равно. Тут за эти деньги ты бомжом будешь, ты ничего не снимешь за эти деньги, нигде, неважно, это будет Майами, это будет захолустье какое-нибудь, это будет село где-то, всратая в Америке, там где никого нет, вы все равно не снимете, там штука баксов, это, наверное, старт, и то самое дно, вы там будете в каком-то гетто жить, скорее всего. То есть стартует съем жилья, если это не Airbnb, например, это отдельно я могу сказать вам потом. То есть в районе двушки, вот 1800-2000 долларов, вот там где-то так вот стартуете, вы будете снимать жилье. Если вы американец, это long term, то есть на длинный срок. Плюс у них стоят очень дорого страховки. То есть если у нас в Украине страховка раньше стоила 100 долларов в год, потом сейчас вроде 200 где-то стоит, может 150 на автомобиль, обязательная страховка.
У них эта страховка немножко отличается. Она покрывает минимум какой-то. То есть она не просто на третьих лиц страхование делается, а делается как бы еще и на автомобиле, на твою ответственность. Но это не как наша каско, чтобы вы понимали, которая там от тебя от всего просто спасет. Нет. Короче, такая страховка стоит для нас, как туристов, понятно, она стоила $1000 за полгода. То есть $2000 за год. И это просто... Да, мы как бы не резиденты, но это очень много. Вы понимаете, во сколько раз это дороже? Американцам она стоит примерно 1200-1300 в год, в зависимости там, от автомобиля. Но все равно, где 1300, а где 1200. Да? Потом, та вещь, которую они платят обязательно, если они владеют недвижимостью или квартирой. Вот у нас есть квартира, мы что, за нее платим что-нибудь? Нет, мы платим свет, если используем, воду и так далее. То есть они платят специальный налог на землю плюс дом от средней оценки. Или платят очень много, вот у нас у СМД есть, да, 1000 гривен, там, не знаю, 500 гривен мы платим, немного, да, 50-30 долларов. Если там типа такого, ты живешь как в квартире, то ты в месяц платишь там 700 или что-то такое, кроме того, что ты снимаешь ее. Если ты владелец, ты платишь вот этот вот специальный сбор комьюнити, который там есть. Если ты владеешь домом, ты раз в год обязан заплатить property tax на то, чем ты владеешь домом. Дом, например, стоит 300-400 тысяч долларов, то есть примерно, в зависимости от штата, 1%. То есть $3000 в год ты должен вытянуть и положить, сколько оно там, в зависимости от оценки дома. Если у тебя квартира стоит 1 000 000 в Майами, ты должен положить сколько? Десятку или 15 тысяч долларов ты должен положить. А я задавал вопрос у многим американцам, ну, мне, в принципе, одного ответа достаточно было, но я переспрашивал, а что будет, если нет у тебя денег, вот ты лишился работы, ты чего-то еще, но у тебя есть, например, недвижимость, которая досталась тебе от бабушки, не знаю, там, которую по наследству тебе перешла. А что делать в таком случае, если у тебя денег нет? Тебя, если ты не будешь выплачивать этот property tax, будут предупреждать, потом просто продадут его без твоего ведома и отдадут деньги. Ну, то есть тебя вынудят продать эту недвижимость и купить ту, на которую у тебя хватит деньги, чтобы ты смог рассчитаться. И я просто офигел от этого, честно говоря. Это прям... Ну и, конечно, еще такие нюансы. Большинство американцев живут на съемных квартирах. Я не буду дальше там рассказывать, много чего могу еще рассказать вам, но потому что много чего узнал, увидел и пообщался. То есть, понимаете, кроме автомобиля, кроме вот этих вот обязательных платежей, которые там вот эти СМД, там 600-700 долларов сборы и property tax и все остальное, я сказал, кроме автомобиля еще есть страховка на здоровье. Ты не можешь прийти просто так в больницу, у меня болит желудок, например, вот у меня проблемы со здоровьем, я постоянно каждые полгода хожу там в свою клинику, плачу просто, вот мне нужно анализы сдать, пришли в Синево, рекламу Синево сделал, пошел, сдал там целую кучу анализов, заплатил 1000 гривен за все и забыл вообще. А если в больницу в нашу пошел, которая там не очень тебя любят все, то тебя вообще там бесплатно сделают, взятку дашь 20 гривен, там, я не знаю, скажешь спасибо, и тебе все сделают, да? Тут такого нет. Тут они платят просто космические деньги страховки на здоровье, и она обязательная. Ну, то есть всем рекомендуется делать ее не делают только совсем, ну, типа бомжи условно, их обслуживают бесплатно. Вот, но в целом ты обязан иметь страховку на всю свою семью, сколько бы у тебя ни было. Потом связь стоит не 300 гривен. Связь стоит, бляха, 100 долларов в месяц нормально. У них есть постпейд, есть припейд. Когда ты турист приезжаешь, у тебя просто припейд. Ты заплатил там, не знаю, 65 долларов, например, и все. Интернет входит там обычно у них в эту стоимость. То есть средний тариф на человека, как я спрашивал, они там еще какие-то Apple Watch, что-то там еще добавляют. У них специальные пакеты есть, можно на всю семью. Я вот спросил женщину, которую нам автомобиль помогала оформлять. Я спросила, сколько вы платите за интернет плюс связь? Говорит,
Ну, там, то 200 долларов. Такой, 200 долларов? Не, ну это, как говорит, покрывает Apple Watch, это покрывает там, то, какой 200? Я 200 гривен думаю положить на Kyivstar или нет. А тут 200 долларов, короче, связь. И это не богатые люди, поверьте мне. То есть, теперь сплюсуйте вот это все. И поймите, что вот стартовая зарплата, примерно, если ты там какой-нибудь Джо, у них где-то 15 долларов в час. То есть посчитайте, 15 долларов в час, 40 часов в неделю, обычная наша, сколько это, 600. Это, ну, типа, вам могут заплатить, например, кэшем, да, что грязно, или что-то такое, это, или там в чистую 20 долларов, или там с чем-то еще. Ну, да, возьмем просто чистые. У них налоги вообще рядом с Украиной не стояли. То есть там, особенно в Калифорнии, вообще ты там половину отдаешь государству. Сумасшедшие цены и налоги. Смотрите, например, 600 долларов получается в неделю, 600 умножьте на 4 недели в месяц, да, вот 2400, пусть 2500, например, чистыми он получит. То есть, если человек один живет, один, не семья, ему просто невозможно выжить. Это никак он не выживет, он и должен, почему у них работают дофига на 2, на 3 работах, чтобы покрыть, потому что это все стоит очень много денег. Стоит, то есть если хотя бы вдвоем работаете и получаете вот эти вот деньги, у вас будет пятерка, да, на пятерку можно как бы 5000 долларов, это вот, наверное, средние рейты, не сильно там крутого штата, не в Калифорнии, если чистыми вы столько будете получать денег, ну, наверное, с трудом, но сможете прожить. В целом от 5, наверное, до 7 тысяч долларов это тот минимум, который вы должны иметь в Штатах. Для того, чтобы получать вдвоем на 2 человек такие деньги, в зависимости от штата, опять, как я сказал, чистая зарплата ваша будет, ну, например, 5 на каждого. И ты попробуй еще найди иногда такую работу, да, чтобы обеспечить. То есть, а когда у тебя вот так вот все, значит, вот это мы на страховку отдаем на одну, вот это мы на другую страховку, а вот это вот мы на здоровье, а вот это вот мы снимаем, а еще ж свет не стоит столько, как у нас, и вода, и все остальное, и мусор, и все это. Ты посчитал, за интернет заплатил, и такой, а у меня ничего не осталось. Просто какие гитары, о чем вы говорите? Ну, то есть, мы видели людей, очень много бедных людей, которые просто, и да, встречаются крутые, ну, можно прогуляться где-нибудь, увидеть яхты, которые много миллионов долларов стоят, или дома, которые на побережье. Но это иногда один человек просто может иметь целый билдинг, большое здание там со всеми квартирами и яхтами вдоль этой прибрежной линии. Один человек или 2 человека могут иметь, потому что они там инвестировали когда-то во что-то, неважно. Но в целом американцы не могут себе позволить вещи такие. Мы встречались, и я показывал там, мы снимали жилье в Airbnb, и был американец, и он там посмотрел на мой первый справил срок, такой, нифига себе, типа, блин, круто, что вы себе можете там такое позволить. Я говорю, ну, далеко не каждый там может позволить, я просто потому что дилер, он у меня, и он у меня давно, там, 17-го года. Он мне показал там свои гитары, которые, ну да, там, Fender стандарт, что-то такое, но это вот человек, он уже возрастной, и я его взял как за пример, таких много, понимаете, а есть такие, которые на корте на каком-нибудь играют или что-то еще. Да, рынок больше, тут намного больше таких людей, которые могут себе позволить, чем у нас, например, но и людей больше, я не знаю, тут население очень много миллионов, это даже не сравнится. Поэтому, ну, я вам так просто чуть-чуть, наверное, рассказал, чтобы вы не думали, что тут каждый американец, короче, в Америке может себе позволить такое. Ну и, смотрите, из минусов очень большие цены на все. Ну, средний чек просто в продуктовый вы заходите намного выше, чем у нас. Все абсолютно выше. От там даже тех яиц и хлеба. Хлеб вообще меня шокировал хлеб. То есть можно его, конечно, найти там за 2 доллара, но это прям квест, бляха, найти хлеб за 2 доллара, просто такой тостовый у них, самый дешевый. Такого хлеба, как нам нравится, там черненький какой-нибудь, бородинский там или что-то подобное, их просто, как этот называется, у нас в ВТБ продается такой черный, вкусный.
литовский. Вот, и подобный вот такой вот... Какой? Львовский есть. Львовский. Финский. Ну, короче... Это своя выпечка в ВТБ. Своя выпечка, которая в АТБ или в Сельпо, но очень вкусная. Тут подавно нет хлеба. А если вы зайдете и возьмете такой хлеб, вы не поверите. Ну, то есть он будет $7 стоить. $7-8 такой буханочка хлеба. Это сколько? 300 гривен. Ну, это капец просто. Да и в целом, в большинстве случаев, вы заходите, и вот этот весь тостовый даже хлеб, он стоит $5-4. Это просто... Я не мог с этим смириться. Да, там есть типа какие-то вещи, которые из Мексики импортируемые. Фрукты очень дешевые бывают, там какие-нибудь необычные попробовали. Но в целом цены намного выше. Вещи в большинстве случаев дороже, потому что в основном брендовые. Но есть магазины, в которых можно найти неплохие вещи по супер там акциям новые. Мы для себя открыли TJ Maxx, у них есть такой, если кто-то досмотрел до этого конца, до середины, не знаю, или конца этого видео, очень рекомендую, потому что прям, ну, типа, фирменные шмотки можно за копейки купить, и они новые, они просто как сток привозят в эти сети магазинов, а ты можешь выбрать. Очень много интересных штук, там даже мелочевочка всякая, я просто залипал иногда, ходил так. Духи можно там в 3 цены какие-то, если вам нравятся, они там есть, приобрести, ну, то есть много таких вещей. Они, кстати, американцы многие используют вот эти вот купоны. Купоны прям у них дают им в магазине, и перед нами в очереди, если мы видим человека с купонами, мы становимся в другую очередь, потому что они достают тут просто жмых, это, а вот у меня на кофе там $1, а вот тут вот 50 центов скидка, то есть там люди вот каждую там копеечку считают. У нас что, мы пришли такие, пик этот Сельпо, пикнули наш, и все, и деварусовскую тебя еще карточку. с акцией обманули, ты такой, ну ладно уже. Да, акции вот эти вот хитрожопые наши, которые там написано, желтым цветом, красным все горит, акция, вот ты оплачиваешь, акции нет, а что нет? А тебе говорят, так она будет. В 2026 году будет эта акция просто, и ты типа должен ждать того дня и перейти, а это просто типа предупреждение. Ну, короче, мы на эти все акции и мало когда верим, вот, а тут люди за этим всем следят, типа купи одну и получи одну за ту же бесплатно, вот, иногда акции есть, 2 кетчупа поставил сразу, не знаю нахрена мне 2 кетчупа, я вообще его выброшу, но типа это работает у них, реально, такие акции прикольные. Ну, такие моменты. Что еще такого важного, с чем столкнулись? Ну, по поводу жилья, аренда жилья. Если вы хотите, например, вы знаете, что вы хотите приехать, например, на полгода в Штаты, или там на 4 месяца, и вы хотите быть в одном месте и хотите арендовать жилье, то long-term аренда, да, вы можете теоретически взять на полгода, но она будет сдаваться без ничего. Ну, то есть просто голые стены, там кухня будет и все, никаких диванов, ничего, то есть это невозможно. Если вы не приобретете все это самостоятельно. Поэтому есть такие сайты, как Airbnb и Booking, на которых вы можете бронировать либо у хозяев, кто не знает Airbnb, то есть снимать или комнату, или там часть дома, или квартиру, по-разному бывает. Или в Booking, я думаю, все знают, Booking просто как отели. Но там тоже сейчас частные какие-то объявления начали попадаться. Это стоит дороже, чем вы будете, естественно, снимать в месяц, поэтому рассчитывайте свои силы. Если будете там в Америку ехать, например, ну, стоит это очень дорого просто. Ну или если у вас есть знакомые, которые могут как бы бесплатно воспринять и предоставить комнату, то дайте мне этих знакомых, потому что если я что-то вспомню, опять-таки, я обязательно еще, может, какую-то вторую часть, если захотите и вам это реально понравится, то сниму, расскажу, опять-таки, напишите вопросы, может, какие-то у вас есть, ну, я, может, разбавлю так интересными историями просто канал про гитары и расскажу. Оно все равно будет связано с гитарами, потому что это основная наша цель всегда в Штатах заниматься этим вопросом, там, заводы или выставки или еще что-то. Но вы еще узнаете как бы какое-то закулисье, с которым
вот мы столкнулись, например. Поэтому пишите вопросы, ставьте лайки, я надеюсь, понравилось. Мне уже жарко рассказывать тут очень. Я буду заканчивать снимать видосы. Есть плюсы, есть минусы в Штатах. Еще пообщаемся по ним. Все, подписывайтесь. Пока.